Всем привет! С вами инженер-электрик Якимов Игорь. Сегодня рассмотрим двухканальный осциллограф 2C23T с генератором и мультиметром от компании FNIRSI. Это компактный и полнофункциональный прибор 3 в одном. Если вы следите за каналом, то уже, наверное, видели, что я использовал этот прибор в роликах как осциллограф и генератор. Мне этот прибор очень нравится благодаря большому набору функций и полностью интуитивно понятному управлению. Обо всем этом я расскажу в этом ролике. Если вам интересны обзоры про электронные приборы, то подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. Поставляется прибор в такой красивой упаковке. Красивая упаковка – это визитная карточка FNIRSI. Прибор подходит в качестве подарка любителям электрики и электроники. Снизу на упаковке кратко описаны характеристики прибора. Более подробно о характеристиках прибора можно ознакомиться в паспорте прибора или по ссылке в описании. Открываем коробку. Сверху находится паспорт на нескольких языках. Я вас обрадую, русский язык тоже есть. Работа с прибором описана довольно подробно. Особенно ценно, что приводятся примеры, как решать с помощью прибора конкретные задачи. А вот сам прибор. Пакет я с него снял, так как я им уже неоднократно пользовался. Упакован прибор-бокс из пененного полиэтилена, что обеспечивает сохранность прибора при перевозке. Снимаем этот бокс. Под ним находится второй бокс со шнурами. Сверху находится шнур для осциллографа с делителем X1, X10. Он находится в пакете с застежкой. В комплект входят дополнительные аксессуары к нему. Это колпачки на щуп, отвертка и цветные колечки. Вот сам щуп. Вот вход в осциллограф. Для подключения к корпусу прибора есть такой крокодильчик. Тут находится такой зацеп. Зацеп можно снять, и тут находится иголка для измерений. Можно одеть колпачки, и щуп будет выглядеть так или так. С помощью данной отвертки можно подстроить компенсацию емкости щупа для улучшения отображения меандра по фронтам и спадам. Тут находится регулировка компенсации емкости щупа. Для генератора есть еще такой шнур без делителя с крокодилами. А это щупы для мультиметра. Шнуры довольно мягкие. На щупах написано, что они рассчитаны на напряжение до 1000 вольт и ток 20 ампер. На щупах колпачки от окисления, их можно снять. А здесь такие колпачки, снимаем. Щупы очень острые, имеют золотой оттенок. Это шнур для зарядки и подключения к компьютеру. Для зарядки прибора необходим блок питания USB на 5 вольт и током отдачи до 1 ампера. Так как прибор двухканальный, то в комплект к прибору был прислан еще один шнур для осциллографа, который в коробку не поместился. В результате мы можем использовать все 3 выхода осциллографа и генератора, которые я покажу позже. Прибор имеет такой уникальный дизайн. Разработчики хорошо над ним потрудились. Пластмасса, из которого изготовлен прибор, качественная. По углам прибор имеет резиновые противоударные бамперы, которые также придают ему интересный дизайн. Прибор хорошо ложится в руке. Сверху находится ЖК-экран 2,8 дюйма высокой четкости и разрешением 320 на 240 пикселей. Чуть ниже находится клавиатура, с которой легко разобраться интуитивно. Посередине находится клавиатурный джойстик, а вокруг функциональные клавиши. Более подробно клавиатуру разберем, когда будем изучать функции прибора. Ниже находятся входы мультиметра,
один общий, 2 разъема по току и 1 для остальных измерений. Спереди находятся 3 разъема, 2 входа для осциллографа CH1 и CH2 и выход генератора. Сбоку за резиновой заглушкой находится вход Type-C, с помощью которого можно зарядить прибор, поменять его прошивку или скинуть сохраненные осциллограммы на компьютер. Индикатор заряда виден через это отверстие и при зарядке горит красным. Внутри прибора находится литиевая аккумуляторная батарея емкостью 3000 мАч. Время работы прибора от нее может достигать 6 часов. Тут рядом находится еще одно отверстие. С помощью шпильки можно сделать сброс устройства в случае возможного его зависания. Вот низ прибора. Тут находятся даже 4 ножки, которые в других приборах обычно не предусмотрены. Есть отверстие, за которое можно повесить прибор на стену. Есть откидная подставка. И на прибор более удобно смотреть, и он занимает меньше места на столе. За счет резинового бампера прибор не скользит по столу. Осциллограф имеет небольшие размеры, 167 на 89 на 35 мм, его масса 300 грамм. Включаем прибор кратковременным нажатием кнопки «Сеть». Прибор довольно быстро загрузился и включился домашний экран, где можно выбрать режимы работы прибора. Это осциллограф, генератор, мультиметр и настройка параметров прибора. Переключаем кнопками вправо-влево. Для выбора режима нажимаем кнопку посередине. Я рассмотрю эти 4 режима раздельно. Экран цветной и довольно яркий. Он имеет хорошую обзорность с разных углов. Сверху находится защитная пленка. Прибор мне нравится, и я точно его оставлю себе. Поэтому эту пленку снимаю. Для начала рассмотрим режим осциллографа, так как прибор обычно приобретается из-за него. Остальные 3 режима я рассмотрю позже. Как видим, оба канала показываются одновременно, но каждый канал управляется отдельно. Тут подключается 2 шнура для подачи сигнала на осциллограф. Клавиша CH1 управляет первым каналом, а клавиша CH2 управляет вторым каналом. Мы можем выбрать, каким каналом управлять. Вот я включаю канал CH1. Если я еще раз нажимаю, то включается контекстное меню. С помощью него можем включить или выключить канал, выбрать, какой делитель на шнуре у нас стоит, и выбрать вход канала по постоянному или переменному току. Закрываем. Таким же образом можно регулировать канал 2. Вот у нас отобразилось, что регулировка идет канала 2. Еще раз нажимаем, и у нас показывает такие же настройки. Выключаем. Кнопка авто. Автоматическая настройка показаний осциллографа. Длительное удержание. Калибровка линий. В этом случае обе линии оказываются по центру экрана. Кратковременное нажатие на среднюю кнопку джойстика включает захват экрана, и осциллограмма останавливается. При этом горит красная точка. Длительное удержание центральной клавиши центровка линий, но уровень линий будет разный, таким, как вы видите на экране. Клавишей Save мы можем сохранить текущее значение осциллограммы. Длительным удержанием мы можем зайти в память устройства с сохраненными осциллограммами. С помощью клавиатурного джойстика и функциональных клавиш мы можем сохраненными осциллограммами управлять.
При желании эти осциллограммы можно скачать на компьютер и разглядывать на более большом экране. Достаточно подключить прибор к компьютеру, и он определит прибор как внешний диск, отобразит папку с сохраненными изображениями, и их можно перенести на компьютер. Выходим из режима. Давайте посмотрим значение, которое отображается на экране. Зеленая точка означает, что осциллограф находится в режиме приема сигнала. Если нажимаем среднюю клавишу джойстика, то точка становится красной и осциллограмма замораживается. Снимаем. Следующее значение – это развертка по времени на одну клетку. Клавишами вправо-влево мы можем это значение менять. Развертку можно отрегулировать от 50 наносекунд до 10 секунд на деление. Частота развертки действует сразу на оба канала. Дальше показана регулировка, какого канала активна в данный момент. Здесь будет отображаться работа генератора сигнала, если он запущен. И мы это сделаем чуть позже. Прибор позволяет подать на вход устройства сигнал генератора, а потом работу устройства проверить осциллографом. Дальше показан уровень зарядки встроенного аккумулятора. Если он на красном уровне, то прибор стоит зарядить. Справа находится метка триггера, которую можно отрегулировать и привязать к первому или второму каналу. Снизу показан размах по напряжению, слева по первому входу, а справа по второму. По каждому входу можно выставить размах напряжения раздельно и выставить положение делителя на шнуре. Вертикальная развертка регулируется от 20 мВ до 10 вольт на деление кнопками вверх-вниз. Как видите, для регулировки у нас активен второй канал. И у нас здесь регулируется размах напряжения. Следует учитывать, что измеряемое напряжение при делителе X1 до 80 вольт, а при X10 до 800 вольт. Запрещено подавать при делителе X1 напряжение больше 400 вольт. Посередине указаны настройки триггера. Мы видим, что триггер находится в режиме авто, а метка триггера привязана ко второму каналу. Синим цветом отображается осциллограмма по первому входу, а оранжевым по второму. Сверху курсор показывает положение осциллограмм по горизонтали. Она действует сразу на оба графика. Снизу можно включить отображение дополнительных параметров, а можно их выключить. Сверху 4 кнопки. Самая левая из них включает перемещение осциллограммы. Тут загорается крестик, обозначающий этот режим. Кнопками вверх-вниз можно перемещать осциллограмму. Сверху мы видим, как перемещается метка. С ней будет перемещаться осциллограмма. Можно медленно передвигать одиночными нажатиями или, длительно удерживая, перемещать быстро. Положение можно понять по меткам. Активная метка помечена красным. Данные две метки означают нулевой уровень каждой осциллограммы. Если мы находимся в другом режиме, например мультиметра, то длительное удержание этой кнопки переключает прибор в режим осциллографа. Следующая кнопка – настройка метки триггера. При этом у нас загорается такая стрелка. Кнопками вверх-вниз мы можем двигать эту метку. Метка привязана к той осциллограмме, которую мы задали настройками триггера. Если мы будем длительно удерживать эту клавишу, то переключаемся в режим генератора. Возвращаемся в осциллограф. Следующая кнопка – настройка самого триггера. Здесь мы можем выбрать, триггер будет работать в автоматическом режиме, в нормальном режиме или одиночном. Возвращаемся. Тут выбираем, к какой осциллограмме привязана метка триггера. Давайте поставим первый канал. И тут регулируем срабатывание триггера по фронту или по спаду. Выходим из режима
Если длительно удерживаем эту клавишу, то переключаемся в режим мультиметра. Возвращаемся в осциллограф. А правая кнопка – настройка отображаемых дополнительных параметров сигналов осциллографа. Нажимаем, и с помощью клавиатурного джойстика мы можем выбрать, какие параметры мы будем отображать. Опять нажимаем, выходим из режима. Длительно удерживая эту клавишу, мы можем включить дополнительные параметры. Также длительно удерживая, мы можем эти параметры выключить. Частота пропускания у осциллографа 10 МГц, при этом частота дискредитации 50 МГц. Входное сопротивление 1 мегаом. Если кого интересуют фигуры лиссажу, то этот осциллограф их не делает. Мы к этому режиму осциллографа еще вернемся, когда будем изучать генератор сигналов. Нажимаем кнопку меню и попадаем в главный экран выбора режимов. Выбираем генератор. Мы могли бы быстро в этот режим переключиться, просто удерживая эту кнопку. Генератор может выводить 7 типов функциональных сигналов с максимальной выходной частотой 2 МГц для всех сигналов и шагом в 1 Гц. Выходная частота, амплитуда и скважность сигналов регулируется. Амплитуда регулируется от 0,1 до 3,3 вольт, шагом 1,1 вольта. Кнопками вверх-вниз мы можем выбрать форму сигнала. Это синусоида, прямоугольная волна, трехугольная, полуволна, полная волна, шум и постоянный уровень. Клавиатурным джойстиком мы можем перейти в правую часть экрана и настроить показатели более точно. Его частоту, скважность и размах. Регулируется настройками каждая цифра по отдельности. Таким образом мы можем настроить форму сигнала наиболее точную. Полученная форма сигнала сразу отображается на этом графике. Как выбрана форма сигнала, мы можем генератор включить или выключить. Сейчас генератор выключен, а сейчас генератор включен. И давайте сейчас с генератора подадим сигнал на осциллограф. Для этого мы подключили щупы к выходу генератора и к первому входу осциллографа. Щупы соединили между собой. Корпус к корпусу, сигнальный выход к сигнальному выходу. Давайте переключимся на осциллограф. Включаем режим авто. И осциллограф сам выбрал оптимальную форму отображения сигнала. Вот мы можем сигнал перемещать вправо-влево, вниз, вверх. Давайте настроим по спаду. Вот мы можем расширить осциллограмму. При желании мы можем переключить на другой канал. Тоже включаем авто. Вот у нас в автоматическом режиме отрегулировало. Но чтобы у нас зафиксировалась синусоида, нам надо триггер переключить на второй канал. Вот берем, переключаем. И у нас метка стоит уже возле второго канала. И синусоида остановилась. Давайте прямоугольную поставим. Вот у нас меандр. Мы можем его сужать, расширять. Мы можем его запомнить. И он у нас появился среди сохраненных осциллограмм. Мы можем его выбрать и удалить. Выходим из этого режима. Переходим в генератор. Его отключаем. Отключаем шнуры. И теперь переключимся в режим мультиметра. Для этого достаточно длительно удерживать эту клавишу. Прибор сразу включается в режим авто. В этом режиме измеряются уровни сопротивлений и напряжения. Определяется переменное или постоянное напряжение. Прозвонка в этом режиме не работает. Я предпочитаю не использовать автоматический режим, а выбирать режимы измерения самостоятельно.
Левой кнопкой мы можем выбрать измерение напряжения постоянного, переменного, а также сопротивление цепи. Давайте замерим напряжение батарейки. Таким образом подключаем щипы к прибору, берем батарейку, выбираем измерение напряжения постоянного тока. Мы подключили батарейку. Тут измеренное напряжение этой батарейки. Нажимаем среднюю кнопку. Сработал режим Hold. Значение это запомнилось в памяти прибора. Теперь мы можем батарейку отключить, и у нас на дисплее сохранились показания. Нажимаем еще раз, и заморозка отключилась. Диапазон измерений прибор измеряет сам. Ручной настройки диапазона измерений не предусмотрено. Функцию REL, относительные измерения, вы вряд ли будете использовать, потому что он работает только в режиме измерения емкости. Еще обращу внимание, в режиме мультиметра заряд аккумулятора не отображается. Все же для этого прибора режим мультиметра дополнительный. Основной это осциллограф и генератор. С этими режимами он справляется на 5+. Но режима мультиметра этого прибора достаточно для большинства измерений. Переключаемся в режим замера переменного напряжения. Те показания, которые мы сейчас видим, это наводки на щупы. Мы можем щупы замкнуть. Как видите, показания обнулились. Измеряем напряжение в розетке. У нас показывает 231 вольт. Переключаемся в режим замера сопротивления. Мерим. Видим показания 2,36 кОм. Нажимаем следующую кнопку и попадаем в режим замера диодов. Вот берем синий светодиод. Как видите, прибор его зажег. И падение на ПН переходе 2,58 вольт. Проверяем режим прозвонки. Замыкаем. Как видим, прибор справляется с прозвонкой довольно шустро. Как видите, при замыкании показывает 0,1 Ома. Нажимаем еще раз и переключаемся в режим замера емкости. Замеряем конденсатор емкостью 330 нанофарад. 332 нанофарада нам и показало. Работает. Нажимаем третью кнопку. Попадаем в режим определения фазы. Для работы с этим режимом достаточно одного красного щупа. Тут находится фаза. Это сопровождается сигналом и рисунком на экране. Смотрим другой контакт розетки. Тут у нас находится 0. Еще раз нажимаем. Здесь прибор определяет температуру в градусах Цельсия. Пока термопара не подключена, он определяет температуру внутреннего датчика. Прибор давно работает, и он показывает 40 градусов. Еще раз нажимаем и видим эту же температуру в Фаренгейтах. Я внутреннему датчику предлагаю не доверять, а все же подключать термопару. Нажимаем четвертую кнопку. В этом режиме прибор замеряет постоянный ток до 10 ампер. Постоянный ток до 1 ампера, переменный ток до 10 ампер и переменный ток до 1 ампера. Давайте замерим ток короткого замыкания батарейки. Так, подключаем щупы прибора. Выбираем постоянный ток до 10 ампер. Подключаем батарейку. И у нас показывает 1,5 ампера. Эту батарейку можно еще использовать. Если нам нужно замерить ток до 1 ампера, переключаем щуп таким образом. И тут выбираем ток до 1 ампера. То же самое с переменным током. Параметры мультиметра вы видите на экране. Если хотите изучить таблицу подробнее, то остановите видео. Также вы можете посмотреть параметры прибора, переходя по ссылке в описании. А я сейчас перейду к настройкам прибора. Входим в меню. Выбираем параметры. Первой настройкой можно выбрать язык. Я выбираю русский. Следующая настройка – громкость динамика. Я обычно ставлю где-то посередине.
Следующая настройка – функция автовыключения. Я выбрал 1 час, вы же можете выбрать по своему усмотрению. Следующая настройка – яркость экрана. Я поставил максимум. При этой настройке стоит учитывать, чем больше яркость экрана, тем быстрее разрядится аккумулятор. Следующей настройкой можно задать, какой режим включится по умолчанию при включении прибора. Для примера выберем осциллограф. Тут сведения об изготовителе, тип прибора и версия прошивки. Следующая функция – сброс к заводским настройкам. Давайте разберем прибор. Для этого нам надо открутить вот эти 4 самореза по углам, а также вот эти 2 самореза под подставкой. Вот внутренности прибора, довольно хорошая сборка. Вот предохранители, которые защищают от перегрузки по току на 1,10 ампер. Если у вас прибор перестал замерять ток, то скорее всего они сгорели, и их нужно поменять. А вот наш аккумулятор. Его характеристики 3000 мАч и напряжение 3,7 вольт. Как обычно, часть микросхем без надписей, что усложняет ремонт данного прибора. Собираем прибор. Вот такой обзор. Прибор хороший и стоит своих денег. Я им буду пользоваться в ближайшее время как осциллограф и генератор. Как мультиметром я буду пользоваться только тогда, когда я буду использовать его как осциллограф. Если остались вопросы, пишите в комментариях. Если у вас есть опыт работы с этим прибором или подобным, то можете рассказать об этом в комментариях. По традиции оставляю ссылку в описании на поставщика этого прибора. Поделитесь видео с теми, кому интересны подобные приборы. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайк и до встречи в новых и старых роликах.